Всем привет! Следующая у меня колода. Еще вот одна. Кто тут забежал к нам на раскладик. Сейчас я открою и посмотрим. Очень, кстати, приятная тоже коробочка. Смотрите. Таро радужного будущего называется. Коробка как будто матовая, приятно держать, бархатная даже как будто. Внутри вот здесь вот такая вот книжечка, где, наверное, все написано, да, но у меня упали карты, я сейчас буду доставать. Здесь, кстати, есть, смотрите, какие тут, есть пустая карта. Ничего себе, и вот здесь вот шут, он вот такой вот, видите, здесь такой прям бульдог. Ну, кто на моего хозяина? Я сейчас тут... Так, я сейчас за картами вниз спущусь. Нажму на стоп. Я с вами. Эти карты, знаете, упали и сразу перемешались. Смотрите, здесь какой маг. Крутой. Молодой такой парень. Маг. Видите? Очень классная карта. Рубашка. Смотрите, какая замечательная, яркая. Просто вообще. И они большие. По сравнению с предыдущими, да. Как бы вот. Давайте будем теперь смотреть. Так, ну раз они у меня начали переворачиваться, значит, их надо мешать. Значит, будем их мешать. Значит, будут прямые и перевернутые значения. Хорошо. Хорошо. Так, что будем смотреть? Что вы получите, если вы будете действовать, и если вы не будете действовать? Какой результат? Первая позиция, если вы будете действовать. Ой, то знаете, ваше спокойствие закончится. Она у меня перевернутая. Умеренность. Ваш покой, он закончится, если вы будете действовать. Начнется неразбериха, начнется веселые горки. Если вы не будете действовать, то вы остаетесь в стабильности. То есть, если вы собираетесь действовать, то держитесь, ждите, что начнутся изменения, что жизнь, она не будет постоянной, все начнет меняться. То есть, если вы не будете действовать, то вы останетесь в стабильности, вы сохраните то, что у вас есть, не потеряете. А вот если вы начнете действовать, то здесь просто неожиданно что может случиться. Поэтому выбирайте сами, действовать или не действовать. Что вы хотите. То есть покой закончится или все-таки тишина и покой, да? То есть стабильность или не какое-то вот изменение. Если вам рутина надоела и вам хочется изменений, то действуйте. А если все-таки наоборот вы хотите сохранить то, что у вас есть, да, ничего там как бы не хочется менять, вот, то не действуйте, оставляйте все как есть. Вот, так что маленький раскладик, поэтому, единички, спасибо большое. Давайте смотреть вторую позицию. Подписывайтесь, ставьте лайки, кстати, нажимайте на колокольчик. По субботам у нас эфирчики, подсказки бесплатные. Так, вторая позиция, смотрим. Так, итог, да, если вы будете действовать, что вы получаете? Вы действуете, что вы получаете? Вы получаете действие, движение вперед, в ваше будущее. Возможно, вы уже долго об этом думали, и у вас уже в голове созрел план, поэтому действуйте. Здесь прямо говорят, действуйте. Если вы не будете действовать, то что будет? А если вы не будете действовать, здесь как будто вы будете действовать все-таки. Если вы не будете действовать, то как будто вы примете решение. Вы просто примете решение, мне кажется, и все равно вы будете действовать, потому что вы тут как-то настроены уже на то, чтобы действовать, потому что надоело бояться, надоело страдать, надоело планировать, вот, надоело думать об этом очень много. То есть все. Если вы начинаете действовать, то вы идете в свое будущее.
Вы идете по плану на расширение, в хорошее будущее. А если вы не действуете, то вы просто перестаете об этом думать, забиваете на свою мечту, на свои желания и вот. Поток мысли прекратится. Вот, типа, все, прекратил мечтать, и все, свою мечту закопал, и это будет не скоро, ничего не получится. Вы как будто заберете у себя шанс на мечту, если не будете. Здесь как будто, знаете, как будто вы будете действовать. Как будто вот вы примете решение, что все, хватит, я буду действовать. Я не знаю почему, но здесь вот так вот получается. То есть, если действуете, то вы идете вперед в свое будущее. Если нет, то вы забиваете на мечту просто и оставляете ее мечтой. Здесь так. Двоечки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. И у нас по субботам эфирчики бесплатные, подсказки, приходите. Возможно, у вас какие-то вопросики, вы сможете спросить подсказку, и, может быть, вам там подскажут, что-то вы поймете. Наконец-то решитесь. Спасибо, двоечки. Давайте смотреть третий вариант. Так, если вы будете действовать... Ой, какой будет итог, если вы будете действовать? Смотрите, ну вы пойдете в стабильность, к денежкам, к заказчикам, клиенты к вам пойдут, платежеспособные, те, кто будут платить, как бы в финансовом плане какая-то определенность появится медленно, но верно. Если вы не будете действовать, то вы, может быть, вы уже на этой ступеньке стоите, да, но в финансовом плане у вас не будет прибавлений. Здесь вы работаете в команде, да, здесь вы классный сотрудник, будете уделять внимание мелочам. Но если вы не будете действовать, вы как будто, знаете, как будто вас будут другие люди использовать для своего обогащения. Вы, конечно, будете получать зарплату, все будет хорошо, деньги будете получать, но, знаете, вы вкладываться будете больше, чем получать. То есть, если вы начнете действовать, вы начнете получать больше. Больше денег у вас будет, и в стабильность вы пойдете. Как-то финансовый план улучшится, если начнете действовать. А если нет, то здесь как-то другие люди будут обогащаться за ваш счет. Вот. Так что решайтесь. Спасибо, троечки. Подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. И приходите по субботам на прямые эфирчики. Подсказки у нас на прямых эфирах бесплатные. Вот, так что приходите, посмотрим. Все, всех целую, увидимся в следующем видео. Пока!